Нас переселили в другой номер, потому что мы остаемся и никуда никто не летит. Мы в шоке от этого, потому что мы не рассчитывали, каждому нужно быть дома, какие-то свои планы строили. $5000 на человека за неделю, там ты живешь в лоджиях, на соляных озерах, живешь в лоджиях в саванне. И она, как бы плечи не были на постоянном солнце, но все равно она даже так очень сильно их попалила. Ну вот так вот, такая ситуация у меня спустя 8 дней. Все облезло. Пройдемся по торговым улочкам. И интереснее, потому что это местный транспорт. И я бы на машине такое поехала. есть, да, только в странах Азии. Та я хотела на машине, я говорю, нет, поедем на тук-туке. Я сижу, пью кофе, подбегает обезьяна и просто выхватывает у меня кусок. Я выбираю. Гений Наташа. Угадайте, за сколько? Ни за что не догадаетесь. За $68. То есть 270 и 68. Это просто огонь. Тая типичный подросток, она вообще не хочет выходить из номера, потому что она уже очень хочет домой в Одессу. Мы только что здесь вот сидели, и маме пришло уведомление, ну, я увидела, о том, что нам написали, что мы никуда не улетим в понедельник, как мы думали, и вообще не улетим. Доброе утро, страна. Я лежу, погода ужасная, и, в принципе, настроение у меня такое же с утра, мрачное. Спасибо этому дому. Мы идем к кенийскому другому. Мы переезжаем в другой отель. Переезжаем в соседний отель буквально за угол, и он дешевле, бюджетнее, и недалеко тащить чемоданы. Хотелось бы уже в Одессу, но не судьба сегодня. У нас барахла, как всегда. Вот это все сейчас будем тащить по бездорожью. Ну что я хочу сказать, доперли мы все эти чемоданы до ресепшена, а на ресепшене нам работница говорит, а куда вы собрались? За вас же туроператор до понедельника оплатил. Мы стоим, и мы просто в шоке. Никто ни о чем не предупреждает, никто ничего не говорит, не пишет, меня не ставят в известность. И мама успела забронировать другой отель, но также успела его отменить. И последние дни погода очень хорошая, без солнца, поэтому мы уже не загораем даже, ну я не пользуюсь кремом. Это Тае нравится такая погода. Темная, грозовая, Не, дождливая. ну жарко, нормально. Ну да. А отель у меня был с бесплатной отменой до 2 часов дня. И вот как раз мы вписались. Там где-то гром гремит далеко. Океан ушел с утра, и мы ждем, после обеда он вернется, пойдем плавать. Но гроза собирается серьезная, небо черное такое. Вот первый раз за эти дни, которые мы тут, прям так погода испортилась. Сейчас вот начинается огромная гроза, и я думаю, что мы плавать не пойдем, потому что все-таки не рекомендуется плавать в воде, понятно, потому что, ну, переводник, ну, электричество переводится через воду, логично. Проводник. Вода это хороший могу проводник, да. Это опасно, потому что если молния... Ну, сильно опасно, но все равно, если ударить далеко, тоже может тебя шибануть. Ну, в теории, если молния ударит в воду, да, Ну, обычно такое все равно, но просто у нас ночью прямо вот много было молний, прямо вот возле окна, так сказать, ну, видно было, так, поэтому ветер поднимается. нормально. У меня сегодня ощущение, что надо мной они просто издеваются, этот долбанный польский туроператор. Они сейчас меня вызвали на ресепшн, работники, и говорят, там ошибка произошла, туроператор не заплатил за вас за эти 2 ночи, все перепуталось, и вы должны оплатить их сами, либо выехать. Я говорю, до свидания, мы выезжаем. Просто какой-то верх идиотизма, уже у меня нет слов, одни эмоции. Дебилы. Нас встретили под дождем в новом отеле. Я говорю, тебе ж тяжело тащить, повези на колесиках. Но нет, им нравится носить. Вот мы сейчас идем, здесь такие двери старинные. Вот такой у нас маленький отельчик, стандартные номера, небольшой бассейн. И мы будем жить где-то в одном из этих корпусов. Мы только что заселились в наш другой номер, нам дали 2 на выбор, но они были идентичны, так что разницы не было. Он небольшой, тоже опять только одна кровать будет, но здесь есть балдахин от комаров. 2 тумбочки, стол, кресло, выход на балкон и как бы шкаф, в который поставили наши чемоданы. Вот там вот. Идем посмотрим, что с балкона видно. Ну там, да, корпусы другие. Да, здесь хоть балдахин есть, можно завеситься от этих москитиков. Выходим. Балкон видно
другие корпуса и вид на бассейн. Вот такой вид у нас. Дождик идет. Здесь немножко так обшарпаненько, но в принципе очень даже приемлемо, я считаю. Вот такой балкон у нас просторный, там много зелени, там есть бар, но единственный минус этого отеля, что у них картой рассчитаться невозможно, только наличка. Ну и договорились, что я завтра уже вызову тук-тук с утра, поеду в Наяли, в банк, сниму деньги с карты и рассчитаюсь. Ну он говорит, в баре, если что, можно писать на карандаш, что хотите, берите, уже потом все вместе посчитаем. Ну я говорю, окей, спасибо. Но остаемся здесь до понедельника. У нас начинаются первые сюрпризы. Кондиционер не работает. Сейчас пойду, чтобы они его чинили или меняли номер. Включила какой-то такой адский вентилятор, и он просто фигачит холодным воздухом. Надо сейчас режим выбрать поменьше. Я так думаю. Идет дождь. Вот такой сегодня день у нас. Смотрите, как дождь шумит. Я хочу пойти сейчас поплавать в бассейне. Уже скоро начнется сезон дождей здесь. Будет полно малярийных комариков и станет опасно. Надо отсюда выбираться поскорее. Мы пока здесь больше никого не видели, вот в том корпусе тоже ничего не видно на балконах, поэтому не знаю, мы здесь одни или нет. Я думаю, что мы вообще одни в этом отеле. Здесь санузел. Такое все старое, примитивное. Одно полотенце. Сейчас пойду за вторым. И здесь окно на улицу, которое, в принципе, не закрывается. И отсюда комары будут фигачить тоже. Там сбоку от корпуса уже течет какая-то река. Есть один из плюсов этого маленького отеля. Здесь одни мы, и Wi-Fi работает очень хорошо, скорость хорошая. Здесь вот такой общий коридор, и все номера открыты. Можно зайти в любой номер. Сейчас я разуюсь и покажу вам. И посмотреть. Они все стандартные тут. Похожие. Единственная разница — это цвет стен. А так, в принципе, все одно и то же. Здесь есть бар. Я вот пивасик себе беру. Очень много зелени, и это место напоминает какой-то небольшой азиатский тропический сад. В номере не работают розетки, точнее работает только одна. Кондиционер не работает, душ не работает. Смывачка в унитазе тоже. Нет, интернет, по крайней мере, работает. Но интернет хорошо, кстати, работает. Попросила принести второе полотенце. Принес мне вот в виде лебедя или такой кракозябры. Мы заказали, точнее, Тая заказала пиццу. Доминос пицца у нас тоже такая есть. Себе свою, а мне свою с мяском. Мы заказывали просто через доставку Глоба, то есть просто заказали, нам привезли. Очень удобненько, и пицца так выглядит вкусненько. Это моя с курицей, с ананасами, а у Таи с овощами. Кстати, очень даже вкусненько, не ожидала. Вчерашнюю съемку на пицце мы и закончили, потому что из-за дождя вырубила интернет и свет. Всем доброе утро! Мы пришли на завтрак, вот нам принесли сок и тарелку с фруктами. Будет что-то еще, но пока мы будем Ну, я не есть особо голодна. фрукты. Я очень нервничаю, потому что нет интернета уже почти сутки. Нам завтра нужно выезжать с этого отеля и снять другое жилье. Или уехать в аэропорт. И я должна быть все время на связи, потому что туроператор может написать какие-то новости, какие-то изменения в рейсе. Гена волнуется с Алисой, мама волнуется, и я переживаю. Вот сейчас достаю их, чтобы они починили этот интернет, потому что вчера я вам показывала, какой дождь был, и вот этот дождь здесь залил все, и, короче, связи ноль. Тае принесли картошку, так как она сказала, что она не ест мясо и рыбу. Еще какие-то сэндвичи, варенье.
А у меня омлет, сосиска и тоже какие-то бутербродики. Я так лью, что все разливается. Это кофе или чай? Я не могу понять. Он такого цвета. А ну подожди. Это кофе, но он очень слабенький. И молоко. Стою и наблюдаю за тем, как тренер привозит своих детей, пловцов, и тренирует здесь. За нами едет наш тук-тук. Едем в город мы. С ветерком. Вот здесь в Ньяле есть вот такой сити-молл. Он небольшой, разные магазины. Идем внутрь, походим. Деньги сняли только что. Торговый центр не очень большой, я в них не очень люблю, но мы зайдем посмотреть, потому что здесь есть интернет, а у нас вот налево нету. Ну, короче, мы идем погуляем по магазинам. В торговые центры мне заходить категорически нельзя. Я растрачиться еще там. Таня сказала, что это как пижама. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Тарелочки купила такие. Вот, и пару браслетиков. Мама хочет зеркало себе. Как я его вести буду, я не знаю. Я насчет этого зеркала не пошутила. Я его хочу забрать с собой. Гигантские пакеты сахара вредного. Мне очень нравится вот такая кенийская посуда, тарелки вот эти синие. Но их тащить отсюда это точно не вариант. Здесь очень много такого, и оно все недорогое совсем. Мини-сой здесь есть. О, сейчас. Алисе посмотрим, что там. У меня уже полный чемодан Алисе вообще-то. Трясет. Мы возвращаемся в отель. Сейчас оставим вещи и пойдем на пляж. Мы едем, короче, какими-то чигирями. Не знаю, почему он не выехал на главную дорогу. У меня такое ощущение, что мы еще в другую сторону едем. Надеюсь, мы вернемся, и уже будет интернет, потому что мне ж нужно отель найти еще один и забронировать. Тая вышла в бассейн. Как вода? Теплая? Здесь глубина бассейна самая большая, 2 метра, а там 1 метр. Бассейн чистый, хороший у нас. Сейчас океан ушел, и мы пока не идем на пляж, пойдем попозже, когда он вернется. Ждем прилива. Вот такими улочками мы идем к океану. Смотрите здесь как. Кто-то что-то продает, кто-то предлагает массаж, кто-то продает сувениры, кто-то здесь просто живет. Она вообще не боится, смотрите. Да, она сидит, просто загорает. Мы пришли на пляж, но океан еще не вернулся, и маме так говорила, но мы пока посидим, подождем. Отлив, еще отлив. Сейчас покажу вам ближе. Мы ходим по пляжу, пытаемся найти какую-то тень, но тут пока только отель и все. Вот здесь была вода, и вот настолько далеко она отошла, аж до рифа. Видите лодки? Они практически врезались в песок. Местные мальчишки приходят к отелям и показывают свои акробатические трюки. Кстати, очень крутые. Пытаются таким образом заработать денег. Moyo wangu ungekuwa na kizibo, moyo wangu ungekuwa na kizibo mama, moyo wangu ungekuwa na kizibo, moyo wangu ungekuwa na kizibo baby, moyo wangu ungekuwa na kizibo, ngelifungua ili uingie, moyo wangu ungekuwa na kizibo, ngelifungua ili uingie.
вода возвращается. Мы идем к нашему отелю прошлому, Кения Бэй Бич. Там оставим вещи, идем плавать. Океан вернулся, и мы все-таки тоже вернулись к нашему отелю, чтобы просто там завтра класть вещи, потому что очень неудобно получается плавать, просто на песок вещи. Вы не представляете, насколько горячая сейчас вода. 30 градусов с утра. Завтра мы переедем совсем в другую часть Момбасы, на другие пляжи. Я вам тоже их обязательно покажу. Бассейн, кстати, очень-очень чистый и теплый.